Привет, с вами доктор Берг. В этом видео мы поговорим о том, как шаг за шагом сжигать жир на животе. В других видео я рассказываю о конкретных моментах похудения, о том, как сжигать жир и о других моментах. В этом видео мы обобщим всю эту информацию. У нас есть 3 категории действий. Основы — то, что нужно делать. То, что нужно добавить, чтобы ускорить похудение. И то, чего следует избегать, чтобы худеть быстрее. Итак, сначала обсудим основы. Что-то вам уже покажется знакомым, но если вы не видели ни одного моего видео, вам будет полезно это услышать. Ссылки на видео с более подробной информацией будут в описании, так как каждую из этих позиций я обсуждал в отдельном видео. Основы. 2-3 приема пищи в день. Начните с 3 и медленно перейдите на 2. Не нужно перекусывать весь день. Каждый раз, когда вы едите, происходит выброс гормона, мешающего худеть — инсулина. Еда, в принципе, стимулирует выработку инсулина. Так что минимум 3 приема пищи в день. Точнее, максимум 3 приема. Минимум 2. Кто-то ест 2 раза в день. Об этом скажу подробнее, когда перейдем ко второму пункту — никаких перекусов. Если вы едите 5-6 раз в день маленькими порциями и часто перекусываете, это приводит к выбросу инсулина, а нам это не нужно. Это создаст большие проблемы со здоровьем, так что исключить перекусы очень важно. Жизненно важно. Это называется интервальным голоданием. Я предлагаю вам начать с 3 приемов пищи в день, продержаться так какое-то время, войти в кетоз, то есть сжигание жира, а затем перейти на 2 приема. Исключение — у вас сильные физические нагрузки, и вам нужно есть 3 раза. Бывает и так, и так. При сидячем образе жизни можно обойтись и 2-разовым питанием. Вы сможете убрать живот в районе талии. Инсулин — это гормон, отвечающий за полноту талии. Итак, 3 приема пищи без перекусов. Дальше белок — 85-170 грамм в зависимости от размера тела и уровня стресса. При стрессе вам нужно больше белка, но не перебарщивайте, избыток белка приведет к повышению инсулина. 85-170 грамм за 1 прием пищи. Если не хотите есть белки, скажем, на ужин, просто не ешьте. Эти цифры — усредненные значения. Дальше. 7 стаканов овощей. Почему? Нам нужно выводить весь тот жир, что будет проходить через печень. Все жиры проходят через печень, и если вы едите мало овощей, то у вас может развиться жирная печень, а также овощи обеспечивают нас калием, требуемая суточная доза — 4700 мг. Это очень много. Это 7-10 стаканов овощей. Немногие столько съедают, но лучше всего съедать большую миску овощей, а затем немного белка. Следующий пункт — исключить сахар. Это само собой, ведь сахар повышает инсулин. Сюда входят и скрытые сахара. Это хлеб, паста, хлопья, печенье, вафли, блинчики, кексы, алкоголь. Так что исключаем сахар и простые углеводы. Следующее — здоровые жиры. Это очень важно. Когда вы употребляете жиры в конце приема пищи, это позволяет вам продержаться до следующего приема пищи, не оголодав настолько, что уровень сахара в крови рухнет. То есть это позволяет вам есть всего 3 или 2 раза в день, не испытывая голода и не повышая уровень инсулина. Жир — единственное, что не повышает инсулин. Он нейтрален. Так что можно не опасаться. Если переживаете из-за калорий, посмотрите ссылки под видео. Это основы. Если мы хотим ускорить процесс, то можно добавить в рацион МСТ. Они есть в кокосовом масле. Это среднецепочечные триглицериды. Они ускорят процесс сжигания жира. Следующий пункт — калий. Почему? Потому что самое важное при похудении — необходимость избегать инсулина. Почти у всех, кто никак не может похудеть, очень высокий уровень инсулина. У них инсулинорезистентность, и ее нужно исправить. И калий в этом может сильно помочь. Можно употреблять норму овощей или даже принимать калий в виде добавки — цитрата калия, чтобы исправить отклонение в работе инсулина. Дальше. Яблочный уксус. Почему? Потому что кислота, содержащаяся в нем, этановая или уксусная кислота, снижает выработку инсулина, сокращает его уровень, снижает инсулинорезистентность и уровень сахара в крови, так что он полезен для диабетиков. Выпивайте его по утрам, 1 чайную ложку на стакан воды, и перед сном, или перед ужином, если у вас проблемы с пищеварением. Также очень важен хром. Есть биодобавки с хромом для поддержания уровня сахара. Хром — это микроэлемент, который, и это было доказано, помогает сдерживать уровень инсулина.
Витамины группы В, особенно витамин В1, это еще один ключевой элемент в регулировании уровня инсулина и снижении инсулинорезистентности. Пищевые дрожжи тоже ваш друг. Высокоинтенсивные интервальные тренировки. Если вы добавите высокоинтенсивные силовые упражнения на все тело, вы ускорите выработку гормона роста и процесс похудения. Суть в чередовании короткой, высокоинтенсивной нагрузки с продолжительным отдыхом. Под видео вы найдете ссылки на более детальное описание, но этот пункт — это, так сказать, дополнительный приятный бонус. Следующее — больше сна. Почему это важно? Гормон роста вырабатывается во время сна, и это главный гормон, стимулирующий сжигание жира, так что спите больше. Вздремните или встаньте чуть позже, украдите этот лишний час для сна. Это очень поможет, и это даже важнее, чем высокоинтенсивные интервальные тренировки. Сон — ключ к победе. Последнее — восстановительный процесс. Не забывайте дать себе время на восстановление после высокоинтенсивных тренировок. Не тренируйтесь каждый день. Можно через день или через 2, или даже раз в неделю. Все зависит от самочувствия после тренировок. Если чувствуете себя разбитым, значит, вы перестарались. Так что восстановительный процесс очень важен при физических нагрузках. Теперь о том, что нужно исключить. И эти действия также важны, как и эти. Очень важно избавиться от проблем со сном, от бессонницы, потому что если вы не спите, то худеть не получится. Ниже ссылка на видео о том, что делать, если не можете уснуть. Приемов много, в основном причина в стрессе. Дальше. Вздутие живота. Например, если вы начали есть много кейла и крестоцветных овощей, к которым вы не привыкли, и это привело к вздутию, похудение замедлится. Возвращайтесь к овощам, которые вы можете переварить. Или даже готовьте их на пару, пока вздутие не пройдет. Еще люди переедают орехов. Это тоже приводит ко вздутию. Опять же, нужно исключить все, что вызывает вздутие. Иногда от вздутия помогает яблочный уксус, или что-то для увеличения кислотности, или даже желчные соли, очищенные. Опять же, ссылки на подробные видео будут ниже. Проблемы с менструальным циклом. Если ваш цикл длится 2 недели каждый месяц, вы не похудеете. Причина в высоком уровне эстрогена. Он блокирует работу щитовидки, приводит к отложению жира в бедрах и в зоне галифе. Так что сначала нужно привести в норму цикл. Ссылка о том, как это сделать, будет в описании. В этом видео я просто перечисляю, что следует проверить, чтобы понять, в чем именно проблема. Не все здесь про вас. Далее, стресс. Составьте список своих знакомых, которые выводят вас из себя, и не общайтесь с ними какое-то время. А также не смотрите новости и избегайте стрессовых ситуаций. Нужно постараться снять стресс с организма. Я рекомендую акупрессуру. В общем, сделать все возможное, чтобы уменьшить стресс. Иначе у вас подскочит кортизол, а кортизол замедляет похудение. Опять же, ссылки будут ниже. Дальше. Глутамат натрия. Его добавляют во многие продукты, так что учитесь читать этикетки. Его добавляют в... Господи, он есть даже в зернистом твороге, кроме органического. Он во всей еде всех ресторанов быстрого питания, а также в китайской кухне, но скрывается под названием модифицированный пищевой крахмал. Ссылка ниже. Это очень важный момент. Ресторанная еда. Вы не знаете, что у вас в тарелке. В эту еду кладут столько всего, что вы даже не представляете. В основном скрытый сахар и глутамат натрия для усиления вкуса, но это неизбежно. Люди слишком часто ходят в рестораны, именно это мешает им похудеть. Я уже молчу о том, что там подают. Обязательно хлеб, десерт и алкоголь. Так что, питаясь в ресторанах, похудеть сложно. Следующее. Избегайте физических перегрузок. Если вы в тренировочном лагере или занимаетесь слишком усердно и при этом не восстанавливаетесь, не спите, то вы не похудеете. Вы потеряете мышечную массу. Это очень-очень важно, особенно в начале, потому что вы еще не привыкли. Последнее — запор. Встречаются люди, которые ходят в туалет раз в неделю или раз в 2 недели. Это серьезная проблема с запором, и она мешает худеть. О реальных причинах этого состояния у меня тоже много видео, ссылки будут внизу. В общем, я привел здесь все то, на что вам стоит обратить внимание, чтобы избавиться от живота. Тут все моменты.
Пройдитесь по этому видео как по списку, что применимо к вам. Не забудьте про комментарии. И спасибо за просмотр.